Всем доброго раннего утра. Перед вами статуэтка Клеопатры. Ее царственная поза. Она спокойно, уверенно в себе возлежит и словно упивается своей властью. Однако мы говорить будем не о Клеопатре. Поскольку мы будем говорить о царственной особе, я посчитала нужным именно на фоне Клеопатры говорить еще об одной величественной царице. Звали ее Паранзем, что в переводе с армянского означает «славная». Славная царица Армении, жившая в IV веке нашей эры. Ее жизнь настолько трагична, что, я думаю, затронет каждое сердце. Она была княжной Сюника. Ее отец был один из самых крупных феодалов того времени, армянского средневековья. По своим владениям уступал, если только самому царю. Отца его звали Андок, властительный князь, имеющий вес среди князей. Являясь единственной дочерью своего отца, образованная Паранзем не была согласна на меньшее, чем выйти замуж только за очень влиятельного князя. Отказывала многим поклонникам, но судьба решила за нее. Увидев племянника царя, она влюбляется в него, в красавца Гнела. Гнел по каким-то причинам находился, скажем, в почетном плену в Византии, поскольку в то время Армению терзали между собой то Персия, то Византия. Арийская держава Персии пыталась вернуть Армению в прежнее языческое положение. Византия пыталась быть союзником Армении до конца. И те коварно и вероломно нарушали свои данные обеты и обещания, и снова нападали, и снова начинались войны, и снова начинались междуусобные войны между князьями. Потом снова заключались союзы, которые вскоре нарушались. Вот в такое время жила Паранзем. Она выходит за племянника царя Аршака II Гнела. Гнел был любимцем своего деда, царя Тирана. Его так звали, Тиран. И поэтому почивший царь оставил своему внуку огромные владения. Это вызывало очень сильную ненависть его двоюродных братьев, самого царя. В любом случае все терпели, поскольку иного выхода не было. Нельзя было затевать междуусобную войну. Аршак II отличался завистью, отличался злобным нравом. Не был красавцем, был маленького роста, волосатым и смуглым. И, видимо, Гнел, который, вернувшись с Византии, покорил местных дам и аристократию своим свободолюбием, европейскими манерами, где-то кичливостью, своим юморным нравом и так далее, он повернул в свою сторону очень многих. Аршак понял, что от него следует ждать определенной опасности. Дабы показать свое дружелюбие и покорность перед своим братом-царем, Гнел приглашает его на свою свадьбу. Свадьба была очень с большим размахом сыграна.
Красавица Паранзем всех покорила. Ее описывают как женщину с длинными каштановыми волосами, с огромными синими глазами, с белой кожей, пухлыми губами. Вот ее просто портрет есть в описании многих средневековых писателей, даже, значит, византийских поэтов. Настолько она покоряла своей красотой. Но больше она покоряла начитанностью. Она была очень разумная, очень не по годам мудрая девушка. И Аршак II просто беззаветно влюбился в нее в день ее свадьбы. И говорят его приближенные, что он в тот день просто сам не свой был от ярости, от того, что Паранзем раньше не встретилась ему, что он не знал про дочь князя Андока, и если бы он знал, он бы ни за что в жизни не отдал бы ее никому. Проходит год после свадьбы Гнела и Паранзем. Счастливые новобрачные по приглашению царя Аршака приезжают к нему. Проезжая густой лес, на них нападают разбойники и убивают Гнела, причем обезглавливают на глазах у Паранзем. Говорят, что она была безумна просто от горя, безутешно, рвала на себе волосы, терзала себя всеми возможными способами, закрылась, не хотела никого видеть. Поскольку многие подозревали, что это все-таки сделал Аршак II, говорить не могли, но в любом случае было очень странно видеть, как царь бьет себя по голове, сыпет пеплом и очень скорбит по ушедшему брату. После похорон Аршак убивает 2 поклонников Паранзем, которые могли бы претендовать на ее руку и которые давно были влюблены в нее. Он убирает всех соперников и практически насильно привозит Паранзем в дом царя. Еще не проходит год после смерти ее супруга, она вынуждена стать царицей армянской. Говорят, что она сказала при этом, что лучше было бы ей умереть, чем лечь в объятиях убийцы своего любимого мужчины. Всю жизнь она дразнила его, она его презирала, называя его волосатым, смуглым, иногда обзывая чертиком. Но Аршак настолько безумно ее любил, что все это терпел. Казалось бы, ненавидя мужчину, она должна была ненавидеть все, что от него исходит, и даже детей, которых она родила бы от него. Но свое утешение находит она как мать в своем сыне, которого назвала Пап. Все время говорила, что она настолько любила своего погибшего супруга, что даже Пап родился похожим на него, хотя это был сын Аршака. В конце концов, у Аршака начинается безумие на этой почве. Это был одинокий человек. Вы знаете, часто, когда играют Аршака II, сценаристы очень много берут именно из описаний вот древних летописей тех историков, которые в то время жили и как бы описали жизнь Аршака II. И по описанию это был человек совершенно одинокий. Он получил женщину, которую любил, но она его не любила. Он правил страной, пытаясь сделать страну благополучной, но его ненавидели. Видимо, его эта завистливая душа возвращала ему ту злобу, которую он причинял. Он, может быть, не ощущал, он откупался от народа дарами, подарками, но взамен получал только ненависть, презрение. В какой-то момент, перестав доверять своим князьям и приближенным, он решает сделать следующий шаг. Как бы идя навстречу народу, приказывает строить огромный город и обвести стеной неприступной, говоря, что в этот город могут убежать все те, кто недоволен властью и князьями, и что этим городом будет управлять только он через своих наместников. Эта идея ужасно не понравилась
аристократии, поскольку начались строительство города, и только как бы фундамент был начат, уже туда начали убегать крестьяне, которые были недовольны властью помещиков. Город строился, город обнесли стеной, но при первой же возможности, как только начались проблемы с Византией, княжеские армии нападают на город, разрушают и убивают жителей этого города. Но кто успел, тот спасся. Тем самым показывая протест против власти Аршака. Аршак закрывается в крепости и начинает с ними переговоры. В конце концов, покаявшись перед знатью, он, как бы предавая интересы народа, продолжает править. Со временем его безумие достигает уже таких масштабов, что ради того, чтобы наказать свою жену, он приводит вторую жену Олимпию, гречанку, значит, племянницу византийского императора. Олимпия через некоторое время была отравлена, убита, и многие, естественно, заподозрили царицу Паранзем. Это недоказанный факт, хотя говорят, что больше всего она была заинтересована в смерти Олимпии. Через некоторое время начинается поход против Армении царем Персии Шапуром. Во времена вот этих сражений, во время одного из этих сражений попадает в плен Аршак и его верный полководец Васак Мамиконян. Они попадают в плен. С Васака живьем сдирают кожу, набивают соломой и ставят возле Аршака. Закрывают его в крепости Ануш, который по-другому еще называют Ангуш, что означает беспамятство, забытие. Люди, которые там были заточены, их имена запрещалось произносить на территории персидской державы. Это каралось смертью. То есть Аршак II был навеки забыт. Он там сходил с ума, а в конце концов он умирает в этом келье, все время перед глазами видя своего верного военачальника, разговаривая с ним, поскольку с ним никто говорить не имел права, пытается его каким-то образом выкупить, пытается его оттуда освободить, но не получается. Остается царица Паранзем одна. Сын находился в это время в Византии, пытаясь путем переговоров взять у византийского императора определенное количество войск для того, чтобы освободить территорию, захваченную персами, освободить отца. И он пока находится у византийского императора. Вот все эти годы Паранзем правит страной одна. В конце концов, случается еще одна трагедия в ее жизни, когда окружает крепость ее отца, то есть ее отчий дом, и забирает ее родных, мать, теток и брата, младшего брата. Всех женщин княжеского рода, захваченных крепостей, ставят возле долины и приказывают им раздеться. Насильно раздевают их для того, чтобы унизить их достоинство. Говорят, что многие из них падали в обморок, многие из них кончали собой, вонзив кинжал себе в сердце. Но вот этот ужасающий позор, которому подвергли женщин, он остался в веках, и за это очень сильно была отомщена персидская держава. Вперед идет женщина пожилая, мать царицы Паранзем. Она говорит Шапуху, напоминая случаи в жизни своего мужа, что вот однажды он захватил персидскую крепость и под страхом смерти приказал своим солдатам не обижать ни одну женщину, которая там находилась. А ты творишь беззаконие. Ты поступаешь не как мужчина и не как царь.
За это ей отрезали язык. Через некоторое время этих всех женщин убивают. Убивают очень страшно, расчленяя и разбрасывая куски их тела по всему полю, для того, чтобы потом их мужья и сыновья находили вот в таком состоянии своих матерей. Мать царицы Паранзем еще в живом состоянии вешают за ноги, чтобы она вот так, мучаясь, умирала. Брата обезглавливают. Это был последний, как бы, продолжитель рода их семьи, которого убивают. Через некоторое время подоспевшие уже на место мужчины находят своих жен в таком вот позорном состоянии и дают клятву отомстить. Проходит время. Вместо Васака Мамиконяна занимает его сын Мушек Мамиконян.